Или какие-то объяснения о том, почему ты не можешь вернуть долг вовремя, или обязательства, потому что ты его обязательно вернешь. То есть это абсолютно бытовые ситуации, отражающие жизнь людей в этот период, записанные совсем не на идыше, а записанные на иврите. И это очень важно для нас, потому что это свидетельствует о том, что иврит совершенно не был мертвым или, как сегодня говорят, полностью уснувшим языком. Это не был только язык молитв. Это был и язык, на котором люди среднего, видимо, образовательного ценза могли общаться и прекрасно его понимали. Добрый день, дорогие друзья! Шалом Мирушалаем! Итак, мы продолжаем с вами путешествие в мир еврейской первопечатной книги. Нет ни волшебней, ни премудрей тебя, благоуханный край, где чешет золотые кудри над вечным Рейном, Лореляй. Это последние строки стихотворения молодой Марины Цветаевой, которое называется «Германией». Но не то чтобы это мое объяснение тоже в любви к Германии, но это, безусловно, явный намек на то, о каком регионе мы с вами сегодня будем говорить. Мы будем с вами сегодня говорить о возникновении еврейского книгопечатания непосредственно в Германии. Для меня вообще это совершенно удивительно, это я чуть-чуть забегаю вперед, что произошло это буквально через почти 100 лет после начала первых опытов книгопечатания Гутенберга. То есть можно сказать, что 3 поколения евреев вовсю печатали книги в разных других местах, но не в Германии. В Германии возникновение еврейского книгопечатания связано с именем печатника Хаима Шахора или Хаима Черного. Мы знаем это имя, оно появляется впервые в изданиях, которые выходили в свет в Праге. То есть Хаим Шахор был одним из тех артельщиков, которые начали печатать книги в Праге. Его имя появляется, начиная со 2-го издания, поэтому мы не знаем. Он, наверное, вообще по происхождению из Богемии, оттуда, из окрестностей Праги. И в нескольких книгах мы можем его найти. Потом его имя исчезает. И понятно, что он как-то отошел от этой артели и, видимо, затеял свое производство. И вот это производство привело его в Германию. Вообще, это выдающийся и очень важный печатник, этот Хаим Шахор. Его можно сравнить, наверное, в истории еврейского книгопечатания с его как бы всю его деятельность, с деятельностью семьи Санчина. Вот так же у него работала семья, также несколько поколений их занималось книгопечатанием, и также они разработали очень важные концептуальные вещи. В частности, шрифты, расположение материала, использование различных систем иллюминации и так далее, и так далее. То есть это очень важные печатники, вот такие санчиниды, но для германского региона. Еще я подумал, что тоже смешно. Я упоминал в прошлой лекции, что вообще-то употребление еврейских букв, правда, в виде ксилографии, но появилось в Германии тоже в книге человека антиеврейская, знаменитый трактат против вероломных евреев, автор которого был Петр Черный, или если бы мы его переводили на иврит, он бы тоже был Питер Шахор. Вот этот Шахор один и Шахор другой странным образом и являются какими-то столбами возникновения еврейского книгопечатания. Вот наш этот самый Хаим бен Давид Черный, или Шахор, не знаю, как хотите его называйте, он фигура, повторяю, очень важная. Итак, он уезжает из Праги и перемещается в Германию. Первая книга, которую он издает, была издана в городе Эльс в Силезии.
Сегодня это город Олесница в Польше. Но там это была как бы, что ли, первая попытка. Он издал всего одну книгу, это было пятикнижие в 1530 году. И, видимо, что-то у него там не получилось, надолго он не задержался в этом месте, и он отправился в Аугсбург. Вот Аугсбург, собственно говоря, и является колыбелью еврейского книгопечатания в Германии. Аугсбург, середина там или конец первой половины XVI века, очень богатый город. Промышленный центр, экономический центр Германии, торговый центр Германии. Однако с 1438 года проживание евреев в этом столичном городе было запрещено. И, собственно говоря, евреям разрешили селиться снова в Аугсбурге только в 1800, если я не ошибаюсь, в 8 или 3 году. То есть, представьте себе. А тем не менее, типография существовала. И, видимо, ситуация выглядела так. Евреи имели право находиться в городе в дневное время суток. Они платили определенную пошлину или подать, заходили в город, работали в городе, а на ночь покидали, значит, ворота закрывались, они покидали город и жили где-то в предместьях. Как я себе представляю, именно вот так Хаим Шахор и печатал свои книги. Очевидно, снимая или рентуя типографское помещение в какой-либо из христианских типографий. Но это для нас не важно. Для нас важно, что это точно было в Аугсбурге, что это длилось примерно с 1531 года по 1540 год. Вот почему я сказал, что уже прошло 100 лет. Потому что мы считаем сегодня, что вот самые первые попытки Гутенберга с печатью, его опыта еще до больших библейских, так сказать, томов, они приходились на 30-е годы 15-го столетия. Значит, Хаим Шахор напечатал в Аугсбурге 8 или 9 книг. Я просто вам их перечислю, чтобы мы поняли, как бы, о каком контингенте книг, какой репертуар интересовал его или был важен в тот момент. Это молитвенник на весь год 1531 года, уникум на сегодняшний день. Это комментарий Раши к Пятикнижию и к Пяти свиткам 1533 года. Это пасхальная Агада 1534 года. Это письмовник Игрот Шломим 1534 года. Праздничный молитвенник Махзор 1536 года. Покаянные молитвы 1536 года. Арбаат Урим, важнейшее издание 1540 года. И книга с таким красивым названием «Авкат Рохель». Это цитата из «Песни песни», 3 глава, 7 стих, которая в синодальном переводе ее переводят как «всякие порошки мироварника». Она была напечатана в 1540 году. Почему я делаю на этом акцент? Потому что из всего этого списка это, собственно говоря, единственное авторское сочинение такого раби Макира бен Ицхака, это 14 век, сочинение мистическое, оно говорит о страшном суде, о приходе Мессии, о сотворении человека и так далее, но вот как бы оно единственное такое. И еще молитвенник, в котором я очень сомневаюсь, я его, честно говоря, не видел просто. Это тоже молитвенник на весь год с пасхальной Агадой, который утрачен. Осталась только Агада, и вот это большой вопрос. Это та же самая Агада, которую я уже упоминал, или это другое издание. Поэтому я говорю, это 8 или 9 книг. Дальше они уезжают. Они, я говорю, потому что это семейное предприятие. Они уезжают из Аугсбурга, немножко скитаются по Германии и переезжают уже в Польшу. Об этом мы будем говорить в другой серии. А сейчас я хочу вам показать именно те издания, некоторые из них, во всяком случае, которые они напечатали там. Я хочу начать с письмовника. Вот, во-первых, титульный лист, на котором, кстати говоря, нету самого названия «Игрот Шломим». Но
Здесь есть год, здесь есть для начала место издания, здесь есть год, и здесь есть имя печатника. То есть достаточные библиографические данные. Очень важно сразу увидеть, какой шрифт. Вот это шрифт, который они разработали. Это такой настоящий Ашкеназ. Мы его видели и в Праге, безусловно. Но вот они его привнесли дальше в Германию. Вообще считается, что они из Праги уехали, что называется, не с пустыми руками, но и шрифты с собой вывезли. Но этот шрифт, который сегодня практически не используется, но он на долгие столетия был таким признаком ашкеназских изданий. Вот такой очень четкий, с тонкими и толстыми линиями, копирующими ашкеназское квадратное рукописное письмо. Очень, вообще-то, красивый, и здесь он хорошо виден. Почему мне важно еще проговорить наличие этой книги в списке? Дело в том, что вот сам жанр этих письмовников, он безумно интересный и безумно важный для понимания того, как существовал язык иврит в этот период. Понимаете, что такое письмовник? Это они собрали, кто-то собрал разные лекала для писем по поводу. Например, объяснение другу, почему ты не хочешь выполнять его просьбу. Или, наоборот, предостережение другу о том, там именно с этого начинается, о том, что не надо про меня говорить плохие вещи. Или какие-то объяснения о том, почему ты не можешь вернуть долг вовремя. Или обязательства, потому что ты его обязательно вернешь. То есть, это абсолютно бытовые ситуации, отражающие жизнь людей в этот период, записанные совсем не на идыше, а записанные на иврите. И это очень важно для нас, потому что это свидетельствует о том, что иврит совершенно не был мертвым или, как сегодня говорят, полностью уснувшим языком. Это не был только язык молитв. Это был и язык, на котором люди среднего, видимо, образовательного ценза могли общаться и прекрасно его понимали. Я много таких письмовников просматривал и читал. И мне очень интересен как бы жанр обращения отца к сыну. Так называемые этические завещания или напутствия этические. И вот здесь, например, 40-й образец, где отец пишет ему о том, что если ты хочешь, чтобы тебя люди уважали, и вообще, чтобы ты был такой, так ты, пожалуйста, трать на масло больше, чем ты тратишь на вино. Смотрите, как он его красиво ему пишет. Азай хоце башемен йотер мимаши тоци баяин. Веаз тигели лабен хавив веякар. И тогда ты станешь для меня сыном дорогим и любезным, скажем так. Так вот, что такое шемен? Шемен, понятно, что здесь имеется в виду, конечно, имеется в виду то масло, которое заливали в лампаду, чтобы они могли заниматься и ночью. Потому что настоящие вообще и мистики, и не просто мистики, а вообще настоящие ученые, они учатся по вечерам и по ночам, когда все остальные спят и им не мешают. Вот этот шемен – это шемен для лампад. Но я подумал, что, конечно, истолковать это можно по-разному. И, например, если бы я был какой-нибудь там талмудист этого периода, который хотел бы заниматься такими талмудическими трюками, я бы мог сказать, что шемен – это вообще-то и то масло, которое втирали в себя, чтобы хорошо пахнуть перед любовными утехами. И поэтому непонятно, что отец ему хочет сказать, что ты потрать больше денег на то, чтобы ты благоухал на одеколон или там духи, или потрать на вино. Но, тем не менее, на самом деле это шутка, и, конечно, понятно, что имелись в виду лампады. Ну вот, так что на вино надо тратить поменьше. Еще раз повторяю, шутки шутками, но это, безусловно, очень важно, что среди небольшого контингента самых первых книг, которые они напечатали, оказался вот этот письмовник. Давайте посмотрим на небольшую скромную Агаду. А ее, конечно, с пражской Агадой, о которой мы говорили, сравнить нельзя. Но, тем не менее,
тоже в ней чудесные картинки. Вот это титульный лист, например, где указан год, опять же, и имя, и, соответственно, место издания. И вот эта самая рамка. Но там и интересно внутри. Вот, например, здесь, да, вот эта трапеза. Вот они вернулись из синагоги. Трапеза, обратите внимание, что женщина сидит за столом вместе с мужчинами. И они что-то обсуждают. Очень хорошо они выглядят. Вот это очень симпатичная для меня картинка, где он держит бокал с вином. И посмотрите, это вообще совершенно такой хороший немецкий обеспеченный бюргер. Над ним балдахин. Понятно, что он ведет седер. Понятно, что он держит вот эту чашу и произносит знаменитые слова, которые к нам с вами могут вполне относиться. «Лешана хабаа бирушалаем», да? В следующем году в Иерусалиме. Вот такой симпатичный. И вот уже здесь колофон, тоже очень интересный. Здесь написано, что завершено, да, «Нишлам хаседер шель Песах» в такой-то день, такого-то месяца, такого-то года. И вот что совершенно для меня удивительно, что год указан именем самого печатника. Я, честно говоря, такого нигде не встречал. Вот точками обозначены буквы, которые нам предлагается сосчитать, чтобы у нас получился год. Хаим бен Рабби Давид. В рукописях я никогда не встречал, чтобы вот писцы так обозначали через свое имя год. И вот такая необычная совершенно вещь. И если мы все это подсчитаем, то у нас получится 1534 год. Еще раз повторяю, для меня вот это очень-очень необычная форма. Следующее – это прекрасный махзор, который они издали. И тоже здесь очень интересно. Вот сразу просто посмотрите, как красиво выглядят буквы. Это колофон. Здесь также написано, когда была напечатана книга, и год обозначен очень красивой цитатой из книги из пророка Иезекиила, 20 глава. «Береях нихоах арце этхем». «Приму вас как благовонное курение». Вот эти буквы, которые тоже обозначены красиво точками сверху, которые нам предлагается просчитать. И, соответственно, внизу, самая последняя строчка, опять указание на имя самого печатника. Вот там предпоследний и последний. «Алидей Хаим Хамехокек бен Рабби Давид Шахор». Обратите внимание тоже, что до сих пор они не используют слово «мадпис», а продолжают использовать слово «мехокек». Хотя «нидпас» уже появляется. Вот смотрите, на первой строчке колофона уже знакомое нам прекрасно по Италии слово «нидпас» «венишлам». А самого печатника они продолжают называть «мехокек», а не «мадпис». Ну вот, так им нравилось. И, наконец, самое-самое главное их издание, можно сказать, гордость типографии, это «Арбаат Урим», 4 столба, 4 столбца Якова бен Ашера. Это мы уже много раз о нем говорили, об этом произведении, упоминали его. Это книга, как бы, из которой вырос Шульхан Арух, и это до появления Шульхан Аруха, главной такой галахической книги более позднего периода, эта книга была самым важным руководством по повседневной жизни евреев. И вот здесь, на титульном листе, очень подробный текст, который красиво начинается. Я попытался там перевести его на русский язык. «Взываю к вам, люди, законоучителя, юноши и престарелые, мудрые художники и искусники слова». Это тоже цитата из книги Исаии, из 3 главы, немножко переделанная. «Хахмей харашим уневоней лахаш». И дальше он рассказывает, дальше он указывает год, да, и пишет, что книга была исключительно тщательно напечатана в 300-й год от сотворения мира по 5-й тысяче, и здесь, в столичном городе Аугсбурге. Вот, это стандартные библиографические данные. А дальше очень интересный рассказ, в котором он рассказывает о том, что к нему вообще приходят ученики, то есть учащиеся, и говорят, что им нужна эта книга.
И действительно побудили меня к изданию этой книги многие учащие Тору в наших краях, говоря мне ежедневно: вот экземпляров Арбаат Турим становится все меньше, да, хем холхим вехасырим. Ибо все предшествующие издания Турим, все они с изъянами, баалы мум. И я, поняв, что их просьба превосходит мои возможности, ибо невежда, баар я, обратился к моему дорогому зятю Иосифу бен Якару со словами, это мой довольно вольный перевод: «Вникни в суть этой галахи, ведь ты талмудист и знаток языка. Ты и должен укрепить эту брешь». Укрепить брешь или исправить повреждение – это часто встречающееся в Библии словосочетание. Надо сказать, что вот здесь вот он впервые упоминает своих родственников, которые наверняка вообще участвовали и в других изданиях тоже. Интересно, что это не красивости и не пустые слова, потому что вообще много уже было к этому времени изданий Арбаат Турим. И буквально незадолго до вот этого текста и в Праге издавали, и в Кракове издавали, и в Константинополе издавали. Это мы с вами, если помните, обсуждали это константинопольское издание Арбаат Турим. Первое, которое и единственное, которое появилось там в 15 веке. И в период инкунабулов издавали еще были издания. То есть изданий довольно много, видимо, и рукописей было достаточно много. А они кажутся поврежденными или неточными, и их не хватает. Поэтому вот он это объясняет, и он издает это прекрасное издание. Видимо, у меня не было, честно говоря, возможности никогда, как-то я об этом не задумывался, сверить какие-нибудь образцы текста этих изданий и проверить, действительно ли его вот это издание более четкое и более правильное с точки зрения текстологии, но давайте мы ему поверим и решим, что так и было. Значит, 4 тома. В конце каждого тома появляются стихотворные фрагменты. И что особенно ценно и особенно важно для нас, что в конце последнего 4-го тома Хошен Хамишпат, облачение закона, появляются вирши, да, такой стихотворный кусок, который сочинили отнюдь не участники книгопечатательного процесса данной книги, а сочинил знаменитейший на тот момент и, может быть, самый главный грамматист, знаток иврита и вообще личность, которая в мире печатной книги занимала особое место, это Элияху Бахур. Элияху Бахур вообще один из героев моей жизни. Я с огромным удовольствием и интересом им занимался, потому что в Институте востоковедения в Петербурге сохранился его автограф, который я тоже публиковал. Но вообще, просто коротко, Элияху Бахур или Элия Левита, 1469-1549 год, редактор и корректор в типографии Бомберга, о чем мы уже говорили в Венеции, знаменитый еврейский гуманист, который как никто много сделал для распространения иврита как языка и понимания оригинального чтения Библии в христианских кругах. Многие христианские гуманисты, и даже не те, которых мы сегодня знаем, большие, учились у него. Он также прославился и как переводчик на идиш. Вот самая знаменитая первая книга на идише, так называемая «Бова Бух», или по-русски она известна как «Бова Королевич». Да? История, это, собственно говоря, рыцарский роман, им написанный на идише. Это его издание. Я потом покажу вам еще титульный лист этого издания, но пока я хочу сказать, что мне очень понравилось вот в этих виршах, в этом его, это даже не колофон, я не знаю, завершающее стихотворение, он пишет про вот конкретно это издание то же самое, что оно гораздо лучше и чище, то есть, чем остальное. За эту книгу стыдно не будет. «Зе хасефер ло ехафер». Для любого мудреца она прекрасный дар. «Эль-коль хахам хутов тешер». Остальные издания Турим в сравнении с ним подобны комару супротив орла. Вот мне очень это нравится сравнение. «Уш ар Турим элав домим
кидмут ятуш эль-ханешер. Вы, кстати, можете почувствовать, что у него идет сплошная рифма. Тешер, нешер и так далее. Вот они, значит, орел супротив комара, вот это вот издание супротив остальных изданий Арбаат Урим. Итак, смотрите, я вам рассказал про первое именно еврейское типографское предприятие. Но очень важно продолжить, для меня очень важно продолжить этот рассказ и сказать, что вот Элия Бахур, он оказался в Германии, он уехал из Венеции, оказался в Германии. И у него появился ученик, который учился с ним, занимался с ним ивритом и впоследствии стал вообще знаменитым гебраистом. Такой Паулюс Фагиус, который пригласил его в город Исни и открыл, можно сказать, для него типографию. Он пригласил его, и вот в 1540 году он приезжает в Исни, и вот у них как бы совместная типография. Что начинает печатать Элия Бахур? Ему дают возможность выбрать. Правильно, он начинает печатать свои собственные сочинения. В первую очередь вот этот самый перевод Бове Бух, который я сказал, а дальше свои сочинения, которые исключительно повлияли на становление христианской гебраистики. И вот это очень важно. Это первая, можно сказать, христианская типография еврейских книг. Значит, вот этот Фагиус, он родился в 1504 году, умер в 1549 году. Он и богослов-реформатор, и знаток в результате еврейского языка, и профессор в Страсбурге, который потом, когда Элия Бахур вернулся в Венецию, он уехал в Англию и преподавал в Англии. Но пока они оба находятся в этом Исне. Исне – это город в земле Баден-Вюртемберг на границе с Баварией, и они издают книги. Значит, Тишби – замечательный совершенно словарь, словарь библейских терминов, если можно так сказать. Вот давайте на него посмотрим. Вот его титульный лист. Опять же, я не знаю, я просто наслаждаюсь просто видом этих шрифтов. Смотрите, как четко все прекрасно написано. А если мы и можно сказать, что вообще-то в этот, хотя нету рамки, нету иллюминации, но сама конфигурация листа уже говорит о том, что эстетическая составляющая была для них очень важна. Давайте посмотрим на этот лист. Вот первый корень на этом листе – оса. Смотрите, что он пишет. Так говорят тому, кто чихает, асута. Да? И значение этого слова исцеление. Асута, ле асута, говорят сегодня, если хотят сказать «будь здоров», когда кто-то чихает, может быть, слышали такое. Но вот вам, между прочим, и объяснение, это арамейский корень, конечно, объяснение названия одной из больших израильских больниц, да? А дальше он приводит библейскую цитату «Рифут тихия ле шореха», то есть да будет это исцелением для пупа твоего, для сути твоей. И, соответственно, перевод, как это же слово звучит в арамейском переводе. И вот так вот идет, по-моему, 700, если я не ошибаюсь, вот таких корней. То есть эта книга, и еще смотрите, справа он сразу дает ссылку на библейский источник. Вот на оса он дает ссылку на книгу «Притч», 3 глава, и вот там в переводе на арамейский язык именно это и будет употребляться. То есть это как бы настоящее, я не знаю, оружие в руках того, кто начинает заниматься ивритом. Давайте посмотрим на колофон. Вот завершение, да, колофон, где написана дата 1541 год, в частности, и маркируется во всех изданиях этих, маркируется вот этим девизом, что ли, девизом самого Паулюса Фагиуса. Да, 2 буквы, они его называли, видимо, Багиус, они писали через бейт. Древо познания, и внизу, значит, надпись «Коль илан тов носе
притов. Всякое хорошее дерево несет плод хороший или плод славный. Вот это из книги в книгу повторяющаяся его такая маркировка типографская. То есть прекрасный совершенно словарь. Следующий словарь, который он издает, это словарь уже к арамейскому тексту непосредственно. Сефер Метургеман. Тоже построенный по этому же принципу. То есть он старается объяснить арамейские термины. Эта книга тоже 1541 года. А вот следующий, совсем интересное издание, вот это издание уже в большей степени рассчитано, конечно, на христиан, на евреев вместе, на широкую публику гебраистов. Называется «Шмот Деварим», да, название любых слов. И это издание – это параллельный словарь на немецком, латыни, иврите и идыше. И, соответственно, здесь уже впервые появляется титульный лист на двух языках. И на титульном листе указан год уже латинским обозначением, вот там внизу он виден. Дальше идет небольшое предисловие на латыни к читателю, и дальше начинается сам словарь. Если мы посмотрим вот на самое первое слово, да, «апфель», это, соответственно, яблоко, «помум» по латыни – это любой плод, но в данном случае, видимо, он считал, что яблоко, «тапоах» – яблоко на иврите, и «эпфель» – яблоко на идыше. И обратите внимание, что идыш уже выписан и здесь тоже другим шрифтом. То есть вот четыре столбца на каждое слово. В алфавите немецком построено это слово. Это все. И смотрите, что у нас получилось. Мы с вами посмотрели сегодня две совершенно замечательные типографии. Одну чисто еврейскую, другую, если можно так сказать, еврейско-немецкую. Еврейская типография в основном все-таки концентрировалась на издании галахической литературы, молитвенников и вот того, что нужно еврею в повседневности, а издания немецкой типографии Ильяху Бахур, они ориентировались на укоренение культуры иврита в среде просвещенной, широко, и христианской, и еврейской. И вот мне кажется, что вот это дает нам представление о том, как началось еврейское книгопечатание непосредственно в Германии, подчеркиваю, буквально через 100 лет после того, как оно началось вообще в этих землях. А дальше мы с вами продолжим наше путешествие, скажу заранее, в Польшу. И снова встретимся с нашим типографом Черным. Большое вам спасибо.